Всем привет! Совсем недавно вы смотрели обзоры на модель танка Т-34-76 от 8 разных производителей. Сегодня я решил продолжить данное направление и предлагаю вам посмотреть обзор на советский танк Т-34, но уже с 85 мм пушкой. И наборов я собрал не 8, а аж 12. 12 наборов, 12 производителей. В прошлом ролике мы начинали смотреть от самых дешевых наборов до самых дорогих. Сегодня наоборот. Начнем с самых дорогих и закончим более экономными вариантами. Сегодня наши герои. Набор от фирмы Dragon. Мини-арт. АФВ Клаб. Итальери. Академия. Райфилд Model. Тами. ICM. Звезда. Моделист. Макет. И ARC Models. Как и у 76-го, самая дорогая модель 85-ки это фирма Dragon из Гонконга. Стоимость модели на данный момент составляет 5190 рублей. Ну, давайте посмотрим, что входит в эту цену. Год выпуска набора 2006. В него добавлены новые детали, но основные литники датируются 1997 годом. Это прекрасная модель. Очень качественно отлиты детали. Нет даже намека на облой. Следы толкателя находятся там, где их не видно. Ствол сделан одной деталью, хотя в наборе есть и металлический. На башне сделана имитация литья. Прекрасно проработана ходовая часть танка. Бензобаки сделаны с легкой имитацией эксплуатации, как бы чуть мятые. Катки отлиты вместе с бандажами и отлиты очень хорошо.
Траки в наборе пластиковые, наборные, под названием Magic Track, то есть волшебные траки. В комплекте уже идут две большие пластины фототравления. Вот и металлический ствол. Декаль на 4 варианта окраса. Металлический трос. Металлическая приспособа для сгибания фототравления. Литник с прозрачными деталями. И хорошая подробная инструкция, но правда без русского языка. Набор номер 2. Украинская фирма Miniart. Стоимость набора на данный момент 4173 рубля. Год выпуска 2020. Набор предназначен для любителей очень долго пособирать из огромного количества деталей. В наборе как и деталей, так и литников огромное количество. Но зато детализация модели, на мой взгляд, самая лучшая. Нижняя часть корпуса, впрочем, как и верхняя, разложена на миллиард частей. Вообще, у Miniart существует несколько наборов Т-34 с полным интерьером. Этот набор нет, но установку туда возможно. И ремарка. Цена 34 с интерьером, миниартовской я имею в виду, около 5500 рублей. Башня танка также сделана явно не из одной детали. Ствол вылит одной деталью и очень достойного качества. Да-да, это все части от башни. Большое количество литников с катками, а катки идут вместе с бандажами. И это странно. Больше деталей, должно быть больше. Траки пластиковые, наборные, но в отличие от Драгона требуют обработки перед сборкой. Самое неудобное при сборке моделей от Miniart — это искать нужную деталь среди кучи литников. Два литника с прозрачными деталями. Плата с фототравлением. Декаль на 6 вариантов окраса. Ну и превосходная инструкция. Цветная глянцевая бумага. Инструкция очень подробная. Прекрасная схема окраски. Но здесь твердая пятерка.
Третий набор. Тайваньская фирма AFV Club или, как правильней, AFV Club. Стоимость модели составляет 3375 рублей. Дата выпуска 2014 год. Ну а пластик чуть постарше, 2009. Фишка этого набора следующая. Ну, во-первых, здесь дан полный интерьер. А во-вторых, верхняя часть корпуса, как и башня танка, отлита из прозрачного пластика, чтобы этот самый интерьер был виден после сборки. Низ корпуса сделан уже из обыкновенного серого пластика. Литники с катками. Заметьте, что они без бандажей. А бандажи в черном цвете даны отдельно. Это очень удобно для покраски. Понятное дело, что количество деталей для интерьера на порядок больше, чем для экстерьера. Минус набора — это траки, они виниловые. Лично мне совсем не нравится. Еще один литник с прозрачными деталями. Металлический ствол. Пружины для ходовой части. Трос, веревка, ну тоже так себе. Две платы с фототравлением. Декаль на 6 вариантов окраса. И хорошая подробная инструкция с цветной схемой окраски. Модель номер 4. Итальянский Итальери. Стоимость модели 3375 рублей. Год выпуска набора 2021, но литники 2018 года. Башня с прекрасной имитацией литья. Ствол вылет из двух половин, но в комплекте есть и металлический. В наборе небольшое количество деталей, но я бы сказал оптимальное. Нижняя часть корпуса ванна выполнена одной деталью. Литье очень достойное, пластик очень твердый. Катки сделаны одной деталью вместе с бандажами. Траки полунаборные, но в комплекте есть еще и виниловые. И второй идентичный литник с катками, траками, бензобаками. А вот и виниловые траки. Тоже очень жесткие. Трос, веревка. Металлический ствол.
Небольшая плата фототравления. Декаль на 4 варианта окраса. Ну и абсолютно нормальная инструкция, даже есть русский язык, со цветной схемой окраски. Набор номер 5. Корейская академия. Стоимость 3239 рублей. Год выпуска 2015. Достаточно свежая модель. Перед вами верхняя часть корпуса. А вот ванну корпуса нужно будет собирать. Дана она в разобранном виде. Башня танка выполнена с имитацией литья, но сделана, я бы сказал, как-то грубо, прям как наждачная бумага выглядит. Ствол в наборе пластиковый, не располовинен, что очень хорошо. Литник с бензобаками, с катками, детали ходовой части, коуши. Катки идут вместе с бандажами. Траки пластиковые, полунаборные. Трос-веревка, ну куда же без нее. Большая плата с фототравлением. Декаль на 2 варианта окраса. Достойная инструкция. И черно-белая схема окраски модели. Шестой лот нашего списка – это китайская фирма Rayfield Model. Стоимость модели 3170 рублей. Год выпуска 2020. Часть ледников 2018 года. Это очень достойная и качественная модель. Нижняя часть корпуса сделана в одну деталь. Не знаю, как со стыковкой, но думаю, что с ней все отлично будет. Но качество отливок просто бомба. Если у меня не было 85-го от Драгона, который я покупал лет 5 назад, и сейчас хотел бы эту модель собрать, то я бы однозначно остановился бы на Rayfield Model. Ствол выполнен в одну деталь. Траки полунаборные, пластиковые. Литник с катками, бандажи идут отдельными деталями. Башня с фактурой литья.
комплекте плата с фототравлением. Трос, веревка. Декаль на 4 варианта окраса. И отличная цветная инструкция. Модель номер 7. Японская Tamiya. Стоимость модели 2228 рублей. Год выпуска набора 2002. Эту модель можно смело назвать динозавром, так как литники в наборе аж 1965 года. Это самая старая, нет, это самая проверенная модель из Т-34. Есть фактура литья на башне. Вот правда ствол выполнен из двух частей, и его лучше поменять. В наборе минимальное количество деталей, представленных из всех наборов в данном ролике. Но вы можете не сомневаться в качестве отливок, в стыковке деталей. Здесь все четко, как в принципе и у всех собственных разработок фирмы Tamiya. Траки в наборе виниловые. Есть резиновые втулки. Декаль на 5 вариантов окраса. Ну и более-менее нормальная инструкция. Восьмая модель нашего списка – это модель украинской фирмы ICM стоимостью 1899 рублей. Набор появился в свет в 2018 году. Основная часть деталей изготовлена в 2015 году. По моему мнению, абсолютно тривиальный набор. Ничего интересного, нового здесь нет. Перед вами верхняя часть корпуса. Деталь выгнутой формы, явный брак. Единичный случай или нет, не знаю. У башни есть фактура литья. Ствол сделан одной деталью. Это уже неплохо. Но, судя по комментариям в сети, модель имеет неправильную геометрию. Зато детали отлиты хорошо, облоя нет, следы толкателей находятся на невидимых частях модели. Каток модели выполнен вместе с бандажом одной деталью. Есть литник с прозрачными деталями. Траки, ну так себе траки, винил. Тросы тоже виниловые и, честно говоря, они ужасные. Декаль на 4 варианта окраса. И достаточно хорошая инструкция. Все хорошо видно, все шаги понятны. Схема окраски цветная, и это несомненный плюс.
И впереди у нас остаются только модели российских производителей. Модель номер 9. Фирма «Звезда» из Лобни. Стоимость модели 1190 рублей. Год выпуска 2018. Перед вами башня танка и тоже с фактурой литья, ствол из одной детали. Тросы сделаны из пластика. Это лучше, конечно, чем веревка. Нижняя часть корпуса отлита не целиком. Ее нужно собирать. В наборе среднее количество деталей 296. Конечно, это очень далеко от того же мини-арта, но и не так мало, как у Тamiya. Оптимально, с учетом того, что траки в наборе полунаборные. 5 литников катков с бандажами. Два литника траков. Литник с прозрачными деталями. Решетки предлагают поставить из сетки, я бы не стал. Декаль на два варианта окраса. Инструкция совсем не дурна. Хорошая печать, довольно подробная. И цветная схема окраски модели. Десятая модель. Фирма Моделист, Санкт-Петербург. Стоимость 1060 рублей. Год выпуска 2019. Данная модель – это перепаковка украинской фирмы ICM 2018 года. Изменений коснулись только декалей, коробки и инструкции. Поэтому останавливаться на литниках здесь смысла нет. Декаль на 4 варианта окраса. Инструкция к модели отличная. Цветная, подробная. Есть фотографии прототипов танков. Здесь огромный плюс. Одиннадцатый набор. Московская фирма Макет. Стоимость 769 рублей. Год выпуска 2012. Основная часть литников в наборе 1996 года, хотя, на первый взгляд, 1896. Набор без слез не взглянешь. Во-первых, куча литников накидана в коробку, без пакетов, ну или хотя бы маленький пакетик какой-нибудь, небольшой, дешевенький. Ну как-то не очень приятно.
Во-вторых, куча облоя. Следы толкателей находятся там, где их быть не должно. Надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы попытаться собрать что-то стоящее из этого. Ну, конечно же, лысая башня абсолютно. Ствол почему-то валялся отдельно, его нужно рассверливать. Катки отлиты вместе с бандажами. Траки пластиковые, наборные, но с толкателями нужно будет побороться. Веревка моя любимая. А вот над этим я очень долго ржал. Декаль тоже ржачная, на один вариант, ну или может быть даже меньше. Инструкция. Вообще ничего не понятно. Схема окраски нет. Ну, такое все, конечно. И заключительный 12-й набор, ну и слава богу. Московская фирма ARC Models. Стоимость модели 555 рублей. Год выпуска 2009. И что же нас ждет внутри? А внутри нас ждет суровый макет 1996 года. Если посмотрели предыдущий набор, то вы и так все знаете, но есть несколько изменений. Башня с фактурой литья и ствол из двух половин, ну хотя бы рассверливать не надо. Те же траки наборные, пластиковые. Сетка, но уже правильной геометрической формы. Декаль на неизвестное количество камуфляжного окраса, так как в инструкции только один. Ну и инструкция очень похожа на макет. Инструкция, как и сама модель, уж очень суровая. И на этом я на сегодня заканчиваю вещать, притомился даже. Приобрести все эти модели вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Скоро увидимся и услышимся. Поиграем в футбол. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.